Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. За последние несколько лет индустрия развлечений изменилась стремительно. Появилось множество новых звезд, тренды сменяли друг друга, а мгновенная вирусность стала обыденностью. Но среди этого хаоса есть один человек, который не следует общему течению. Артист, который идет в своем собственном ритме, спокойным, элегантным и загадочным. И именно это делает его особенным. Потому что без громких заявлений, без усилий стать центром внимания, его влияние распространяется далеко за пределы индустрии. И однажды мир осознал, что его тихие шаги создают эхо куда более мощное, чем обычная популярность. И в ту ночь произошло нечто. Моменты, которым даже его поклонники армии в тысячах городов никогда не думали, что станут частью истории. На горизонте Дубая, среди города, сверкающего золотом и гигантскими небоскребами, возвышалось сооружение, которое неизменно заставляет людей чувствовать свою малость – Бурдж-Халифа. Самое высокое здание в мире. Лендмарк, используемый только для по-настоящему исключительных событий, глобальных кампаний или исторических праздников. Но в ту ночь здание не просто засияло, оно проговорило. Оно превратилось в гигантский экран с одним посланием, которое заставило мир замереть. Свет начал подниматься снизу, строка за строкой, медленно, но неотвратимо, пока фигура Тэхьона не появилась, возвышаясь среди огней города. За несколько секунд мир увидел не просто визуальный эффект, а символ неоспоримого влияния. И никто не мог отрицать, этот момент был исключительным. Он не произошел случайно, он не мог случиться с кем угодно. Потому что Тэхьон не просто звезда, он глобальный феномен, которому не нужно кричать, чтобы его услышали, не нужно ярко сиять, чтобы его заметили. Именно благодаря его спокойствию мир оборачивается. Благодаря его искренности люди тянутся к нему. И благодаря его присутствию самое высокое здание на планете превратилось в его личную сцену. Не один раз, не два, а три. То, чего не достигли даже величайшие легенды. Сегодня мы поговорим о событии настолько невероятном, что поклонники по всему миру до сих пор пытаются осознать его. То, о чем пойдет речь, не просто новое достижение или очередной вирусный момент, а потрясающий факт, который заставил молчать миллионы людей. Тэхьон тихо поднялся на уровень мировой истории, которого не достиг ни один артист до него. И когда вы услышите эту историю до конца, вы поймете, почему этот момент потряс фандом и превратил самое высокое здание в мире в сцену для легенды. Имя Тэхьона снова разлетелось по всему миру, и на этот раз из-за того, во что трудно поверить. На протяжении многих лет Бурдж-Халифа был символом престижа, местом, где демонстрируются лишь самые исключительные моменты. Но за кулисами глобальной индустрии развлечений наконец раскрылась правда. Истина, которая ошеломила поклонников и удивила индустрию. Тэхьон – единственный артист в мире, который появился на Бурдж-Халифе не один, не два, а 3 раза. Когда эта новость распространилась, поклонники по всему миру замерли. Как один человек, один артист, одна личность смогла добиться того, о чем могут лишь мечтать многие суперзвезды. Его первое появление уже потрясло мир. Грандиозное LED-шоу, большее, чем что-либо когда-либо видели поклонники, в сочетании с легендарными фонтанами у подножья здания. Это был не просто день рождения, это было заявление, феномен, напоминание о том, что влияние Тэхьона выходит за пределы чартов и фан-базы. Мир наблюдал с восхищением, когда его лицо осветило самое высокое здание на Земле. Затем произошло второе появление, и тогда люди начали понимать, что Тэхьон не просто популярен, он глобальная сила. Дважды появиться на Бурдж-Халифе почти невозможное событие. Даже знаменитости с миллиардными франшизами не всегда могут получить такую возможность, но Тэхьон это сделал тихо, элегантно, без шума, без огромных кампаний. Его присутствия было достаточно. Но никто не был готов к третьему появлению. Когда Бурдж-Халифа вновь засиян образами Тэхьона, уже благодаря официальной коллаборации с Тир-Тир, мир словно остановился. Это был не проект фанатов, не день рождения. Это было признание мирового бренда, который выбрал самый знаковый небоскреб планеты, чтобы показать Тэхьона. Световые линии поднимались от основания до вершины здания, пока силуэт Тэхьона не возвысился над ночным небом Дубая, как живая легенда. Четкие визуалы, идеальное освещение, смелая презентация Тир-Тир. Все казалось кинематографичным, почти нереальным, словно мир остановился ради него.
Когда правда начала распространяться, соцсети заполнились заголовки, обсуждения и ошеломленные реакции. Неужели Тэхьон действительно единственный артист, появившийся на Бурдж-Халифы 3 раза? Почему никто другой не достиг этого? Как один человек может обладать таким рекордом? Чем глубже поклонники искали, тем очевиднее становился ответ. Ни один артист, ни азиатский, ни вестерный, ни соло, ни групповой не появлялся на Бурдж-Халифы 3 раза. Некоторые 1 раз, очень немногие 2. 3 только Тэхьон. И самое потрясающее – это то, что Тэхьон никогда не стремился к рекордам. Он не объявлял что-либо ради похвалы. Рекорды сами приходят к нему, история следует за ним, и мир продолжает наблюдать моменты, которые может создать только он. Когда поклонники пересматривают последние видео Бурдж-Халифа, они чувствуют что-то особенное. Это не просто гордость или радость, это осознание того, что Тэхьон достиг уровня мирового влияния, которое невозможно искусственно создать, уровня, на котором даже самое высокое здание на планете становится его холстом трижды. Каждое появление – это отдельная глава в его карьере, восходящая звезда, глобальный феномен и теперь признанный международными брендами икона артиста. 3 момента, 3 эпохи, одно имя, объединяющее их. Мир продолжает меняться, тренды появляются и исчезают, но легенда Тэхьона растет, спокойная, но неудержимая, элегантная, но мощная. И теперь, после подтверждения этого рекорда, поклонники переполнены гордостью, удивлением и эмоциями. Потому что дело не в Бурдж-Халифе, дело в человеке, который пересекает границы индустрии и ожидания. Тэхьона, который снова вошел в историю, не сказав ни слова. И мир снова не смог отвести взгляд. То, что делает этот момент еще сильнее, это его внезапность. Без обратного отсчета, без тизеров. Открытие произошло как вспышка молнии. В один момент люди жили обычным днем, а в следующий лицо Тэхьона вновь сияло на самом знаковом небоскребе планеты. Это было похоже на судьбу, раскрывающуюся на глазах. Люди в Дубае останавливались, чтобы смотреть. Туристы поднимали телефоны, словно наблюдая чудо. Даже те, кто не знал его, спрашивали, кто он и как он смог так завоевать это здание. Таков магнетизм Тэхьона, естественный, мощный, неоспоримый. Такие моменты случаются редко, и когда они происходят, они знаменуют начало чего-то большего. Поклонники это чувствуют, индустрия это чувствует. И теперь с третьим появлением, вписанным в историю, ясно одно – путь Тэхьона больше не о простом успехе, он о наследии. И, наконец, после всего этого невероятного путешествия становится ясно, что то, что происходит с Тэхьоном, не просто достижение, не вирусный момент и не внезапная удача. Это часть истории, которая пишут себя медленно, без шума, без показухи, но с эхом, разлетающимся по всему миру. 3 его появления на Бурдж-Халифе – это не просто доказательство его мирового влияния, но и отражение того, кто он есть. Артист, который не стремится быть на вершине, но мир сам ставит его туда. Звезда, не гонящаяся за рекордами, но к которой рекорды сами приходят. Легенда, не пытающаяся быть легендой, но которую история сама такой делает. Когда мы завершаем эту историю, представьте, как тысячи людей замирали в Дубае, как туристы восхищенно останавливались, как миллионы поклонников по всему миру задерживали дыхание, пока свет поднимался вверх, раскрывая лицо Тэхьона. Этот момент не просто визуальный эффект, это символ его долгого тихого пути, символ влияния, растущего без усилия, символ сердца, коснувшегося миллионов без лишних слов. Тэхьон вступил в область, которую невозможно повторить, подделать или скопировать. Его влияние не измеряется числами, чартами или мимолетной популярностью, а живет в памяти, в эмоциях, в историях, передающихся от одного поклонника к другому. Он стал чем-то большим, чем певец или артист. Он стал культурным символом, символом которого помнят, уважают и празднуют даже те, кто только начал его узнавать. И третье появление на Бурдж-Халифе – это не финал, это знак. Знак того, что Тэхьон лишь начинает новую эру в своей карьере, более масштабную, глубокую и влиятельную, чем все, что мы видели раньше. Как ночное небо Дубая отражает свет Бурдж-Халифа, так и путь Тэхьона отражает сияние, которое невозможно погасить, сияние звезды, рожденной не для мгновенного блеска, а для долгого света. Для поклонников, которые шли рядом с самого начала, гордость – это слишком слабое слово. То, что вы чувствуете сегодня, это часть истории, которая никогда не повторится. Потому что не каждый день артисту получается уникальная возможность вписать свое имя в небо. Буквально.
А для тех, кто только начинает его узнавать, все только начинается. Впереди множество глав, множество сюрпризов, множество исторических моментов. Тэхён не просто идет в будущее, он создает его. Поэтому, когда это видео закончится, оставьте в сердце одно послание. Мир может меняться, тренды могут исчезать, но есть личности, которые стоят выше времени, личности, при появлении которых мир замирает. И Тэхён один из них. Спасибо за просмотр. Если вы хотите следить за каждым историческим шагом, который он оставляет, не забудьте поставить лайк, подписаться и включить уведомления, потому что путь Тэхёна еще долг, и эта легенда только начинается.